чувствуется здесь какая-то другая энергетика, что ли. Вот эти туманы утром, наверное, видели, так это прямо реально смотришь на туманы, и вот эти напевы такие шаманские, так это завораживает, в общем. Из Нижнего Новгорода, да, фургон. Пацаны героически доехали на фургоне сюда. 5 дней ехали, да. Это подвиг, я считаю, большой. Собрались, фуру, наняли машину, поставили фуру на нее, все загрузили и прилетели на самолете. Для меня это самая дальняя точка в жизни в эту сторону, скажем так, не в Америку, да, а вот как раз-таки в азиатскую сторону от Греции. В смысле, это 8,5 тысяч километров от родины, что делает это место особенным. Да честно, место для гонки и вообще всех таких мероприятий очень крутое. Очень крутое, очень сильно отличается от других мест западных, восточных, южных, то есть как бы своей красотой, можно так сказать. Для таких мероприятий это вообще бомба, так можно сказать. Здесь даже просто говорить больше нечего. Я хочу сказать, что здесь просто максимально круто все у нас сегодня организовано. И мы впервые проводим гонки всероссийского масштаба в центре нашей страны, в ее сибирской зоне. Это между Западом и между Востоком. И мы сегодня объединили абсолютно всю страну. Добрый день, уважаемые участники, уважаемый оргкомитет, уважаемые гости. Разрешите от законодательного органа Народного хурала Республики Бурятия поприветствовать всех вас, участников, гостей. Хочу пожелать вам хорошей конкуренции, энергии, чтобы победил сегодня сильнейший. Еще раз с праздником мотоциклетного спорта, с Кубком России Экстрим Эндуро, который проводится впервые у нас в Республике Бурятия. Ура! Все двигатели заведены. Тогда ответьте мне на один простой вопрос. Пульный есть? Шикарные гонки, честных соревнований, естественно. Без травм, ребята, без травм. Все, ни пуха, ни пера.
Шикарно! В принципе, круг-то несложный, но есть одно место затычное и коварное очень, каменный дальний поворот, и ты весь круг едешь и настраиваешься только на это место. То есть в целом круг реально очень простой, ходовой, скоростной, но вот это место, оно выбивает очень сильно. В принципе, собой доволен. Был неудачный старт, но я попал в финал, чему безумно рад. Так получилось, что старт вообще у меня плохо удался. Я попал в пробку в жуткую и приходилось обгонять человек 7, наверное. Было тяжело физически немножко. Ну, было падение там одно, немножко сбило меня. Оно уперся в человека и немножко пришлось сил потратить. После этого едется, продышивается тяжело. Но, в принципе, неплохо. Я думаю, в финал попал. Я думаю, может быть, даже в четверке, в тройке. Ну, финал реально будет сложный. И, в принципе, лезть на рожон сейчас в финале немножко, может быть, даже нецелесообразно. Потому что сильные ребята, то есть пятерка, семерка очень сильная. Если приехать в десятки, завтра стартовые позиции будут вполне удачные для внедорожного дня. Да, я ставлю ставку именно на основную гонку. Потому что вот это, я говорю, недолюбливаю дисциплину, и она у меня не очень хорошо получается, на самом деле. Как барашек по одному кругу. Эндуро ты едешь и едешь, у тебя горы, виды, километры длинные, а здесь 10 минут, и вот круг проезжается меньше, чем за минуту. И на втором месте, второй заезд выиграл Терентьев, поэтому он выбирает второй. Всего 21 гонщик, это очень много, и чувствую, будет жара. Рассказывай. Не сразу все получилось в квалификации, в отборе. Там было и тоже, я так понимаю, досадное падение. Сейчас вообще просто втопил как не в себя. Что случилось? Ты что ты сегодня ел на завтрак? Расскажи. Яичницу, Роман. Так, ребята, завтра все завтракаем яичницей. Завтра экстремальный эндуро, так? Ну, просто вкатился первых двух заездов. И сейчас даже руки не забились, прям хорошо очень. Даже руки не забились? Включите ему еще музыку, еще пускай минут 40 здесь покрутит на стадионе. Что случилось? С Терентьевым ехали очень плотно, начали здорово, потом он начал вставать, в итоге, я так понимаю, сошел. Заметил, что было? Нет, я не заметил, но он говорит, что стадион он не любит. Может быть, из-за этого. Это понятно, но мы видели, возможно, что-то техническое. Ну что, давайте еще раз поздравляем Данил Черняев, Саратов, красавчик! Дай, ну давай, расскажи хотя бы всем, сколько тебе лет-то всего, а то не верят мне, что ты совсем молодой. Мне 20 лет. Ему 20 лет, друзья, 20 лет! Люди побеждают на уровне страны, молодец! Ну что, как впечатление, парни? Как настроение?
Второй заезд уже был с Серегой. Я понимал, что будет атака. Будет поджимать или я его, или он меня. Но хорошо, что я в первой половине круга вырвался вперед и удержал так до конца свою позицию. Но я до последнего не знал, что он сошел, и думал, сейчас он где-то все-таки будет нагонять. И я до последнего держал темп свой, и, может быть, даже нарастал где-то. Но потом мне сказали, что у него порвалась цепь, и он сошел. В финальном заезде срезала замок на цепи, и я буквально не доехал полкруга, и все, и сошел. Ну, стадион правильный, нет затыков каких-то, где там ковырял его. Может быть, немножко не хватает зрелищных прыгов, потому что там даже там, Терентьев не прыгал все. Мало кто прыгал, и мало кто прыгал красиво. Соответственно, скорее всего, дизайн, когда про треки говорят, там дизайн трека не до конца правильный в плане выпрыга приемника. Но так он прикольный, есть кроссовый участок отдохнуть. В целом. Нормально, мне понравилось. Не было затыков, была достаточно быстрая езда, насколько это можно воспринимать как быстрая. Все было дело на выносливость, соответственно, вся ставка была на какую-то технику. В общем, было достойно. Прям, да, на уровне. Кубок страны, который именно впервые в Бурятии прошел. Кубок страны по экстремальному эндуро завершен, но только первый день. Мы увидимся завтра. Ну что, буйные, спасибо! Когда мы первый раз приехали в Бурятию на мотоциклах, мы, конечно, оценили вообще богатую природу этого региона. И сейчас я могу сказать, что этот регион богат не только какими-то красотами, да, там, какими-то культурными особенностями, но в то же время он богат на очень хороших людей, благодаря которым, на которых можно положиться, которые абсолютно искренне готовы помогать и участвовать вообще в любых хороших делах. Но вот такие технические виды, как Кубок России по мотоспорту, тем более там в такой экстремальной дисциплине, экстрим-эндуро, вообще проходит у нас на территории впервые. Вот, поэтому вот это событие, конечно, оно так, по ощущениям, по крайней мере, однозначно так всколыхнуло нашу общественность. И я думаю, это будет способствовать тому, чтобы наше местное движение, оно у нас есть. У нас есть наши местные мотоциклисты. Понятно, что и там они там на своем уровне катаются, но тем не менее, я думаю, это будет способствовать и развитию, и повышению уровня. И я думаю, может быть, в каком-то ближайшем обозримом будущем мы увидим наших спортсменов в лидерах мотоспорта и, в частности, в экстрим-эндуро. И основная задача, которую мы ставили, создать максимальную мотивацию для спортсменов. В общем, руководство республики, правительство нас поддержало и, в общем, выделили весьма серьезный призовой фонд, 500 тысяч рублей практически, с 1 по 10 место. То есть это те деньги, которыми лидеры могут покрыть свои расходы на приезд на это мероприятие. Сегодня третий день соревнований. Первый был регистрация. Вчера второй день это был пролог. И сегодня первый день экстрим-эндуро. Сегодня мы едем 30-километровый круг. Никто не знает, что за трассу подготовили нам организаторы. Доброе утро, во-первых. У нас проложен трек по Шаманским горам. Он идет по всем по хребтам. Очень легко ориентироваться. Ориентируйтесь на речку Селенга. Поэтому все с чистого листа. Едем по разметке без всяких навигаторов. Мы стартуем по рядам. В каждом ряду, как я понял, 15 человек. Ряды стартуют друг за другом с небольшим разрывом по времени. И в ряды гонщики выставляются по вчерашним результатам квалификационных отборочных заездов на прологе.
Планы на сегодня — не спешить там первый круг. Первым-то ехать трудновато, а вторым, там, третьим ты смотришь, там, он сделал там ошибку, ты объехал это место или сделал по-другому. Лайфхак такой. Я хочу доехать. Если я доеду в первой десятке, я возьму себе 302Т. Я уже договорился с собой. Если не доеду, придется домучивать этот. Память не изменяет, один из них из Владивостока проехал сейчас. И на самом деле здесь сейчас они едут вот с такими глазами. Все круто, красиво, достаточно большое расстояние, но простая трасса. На самом деле они еле выехали со стадиона. Они все застряли в камнях. Вот такая жирная красная точка была на Google картах. Ну что, вот прямо сейчас прошло буквально 10 минут с того момента, как мы здесь проводили Серегу Терентьева. И вот сейчас Даня Черняев из Саратова, это наши лидеры. Они идут первыми, открывают первый круг. Вот он сейчас только что мимо нас проехал. Порядка 10 минут, наверное, ведет Терентьев Черняеву. Ну, точно не меньше 10 минут. Примерно час прошло, наверное, с момента старта. Я думаю, что от 40 минут до 55, где-то вот так, в этом районе. Первый круг в итоге точно, наверное, получится у парней около часа или даже больше, как и предполагали организаторы. Сколько всего кругов, непонятно. Давай, Владивосток! Илюха Маликов пошел. Все же видели, да, Hard Enduro. Слушайте, вся компания, вся честная компания, все, на кого мы ставили, все опытные ребята, которые, собственно, и должны были быть в топе по бумагам. Слушайте, ну пятерка обалденная. Ну что, только что мы все видели, проехал Серега Терентьев, уехал он уже на второй круг, порядка получаса он потратил на, да, получается около получаса он потратил на половину второго круга. Ну, нас совершенно точно ожидают 3 круга сегодня, ну, я надеюсь. Давайте, чтобы я потом а то скажете, что я накаркал, нет. Вот, давай посмотрим лучше подъем, да, на котором вот то и дело висят сейчас. Подъем практически вертикальный, вот про что и говорилось на брифинге. Система спусков подъемов здесь, ну, просто максимально крутые. Есть абсолютно, ну, вот такие. То есть, ну, практически вертикальные. И вот они собирают вот такие веселые компании. Ну что, я могу сказать, у нас группа преследователей, проехал Черняев, мы это обозначили, вот парни продолжают сейчас доезжать. Группа преследования — это Золотов, это Маликов, соответственно, что у нас? Москва и Шкарала, дальше Читинец у нас проехал, и, по-моему, еще парень из Владивостока, сейчас будем уточнять совершенно точно. Это вот тот пелотон, который в расстоянии, ну, буквально там 10, 20, 30 секунд друг от друга проехал. Это вот та группа лидеров, которая сегодня совершенно точно будет делить пьедестал почета, но мы уже видели на протяжении
последних сезонов, и вчера это было на стадионе то же самое, в любой момент может произойти что угодно, в конце концов, экстремальный вид спорта, поэтому не будем загадывать. Но пока вот раскладка такая. Столько летел, что просто сейчас финишировать и все. Да что ж такое-то? Да есть же, есть еще один финиш от Владивостока. Внимание! Развязка Кубка России по экстремальному туру Бурятии совсем близко, остаются считанные десятки метров. Данила Черняев, 3 восьмерки, город Саратов. И 3, 2, 1. И Даня, мы как будто с тобой не расставались. Ну что, второй день, ты опять первый. Вчера ты думал, что второй, но в итоге первый. Как ты искал, давай, кулачок. Как ты? Только не говори, что ты не устал, пожалуйста. Ну, чуть-чуть дыхание сбилось. Сегодня... То есть ты опять второй день гоняешься, у него только дыхание сбилось, и все? Ребята, он даже не вспотел. Он даже не вспотел. Я не знаю, ты вообще, когда сюда ехал, на какое место рассчитывал? Я не рассчитываю никогда на какое место, просто хочу показать хороший результат всегда. Ну, когда ты узнал, что Терентьев приедет, Терентьев в заявке, какие мысли были? Что будет борьба серьезная. Ну, ты знал, что ты быстрее? Нет. Ну, ты быстрее! Давай, ты красавчик! Данила Черняев, Саратов! Ну, предварительно, совершенно точно, победитель Кубка России по экстремальному эндуро! Я причем с утра, наслушавшись советов, пошел вот до той горы, попросил духов, насыпал им денежек. Еду как раз первый с таким отрывом и думаю, блин, все круто, все работает, духи помогают. Приезжаю и оказывается вот минус 1 КП. Серега ошибся. И... А я не ошибся. А я не ошибся. Ну, я, честно говоря, не знаю. До сегодня тоже одного развернул, из моего класса. Я говорю, ты не туда, типа, езжай обратно. Я не понимаю, почему никто не видит стрелочки, но мне кажется, все четко и ясно. Ну, поздравляем тебя с финишем. Сколько кругов проехал? Целый ровный 1. Зато твой. Чем вообще отличается саратовская школа эндуро от остальных? Вот как ты думаешь? Как бы ты характеризовал? Тем, что у нас нет школы никакой. Вот и все, просто нет школы. У вас была тактика, у нас не было тактики, да? Вот поэтому мы и победили. В чем фишка Владивостокской эндуро школы? Вот в чем ее сильная сторона? Гонки у нас каждые выходные. И, соответственно, уровень очень крутой. И есть абсолютно все виды грунтов, все виды уклонов. То есть локации по максимуму рождают бойцов. На самом деле я проехал хорошо. Трасса была достаточно скоростная, это кросс-кантри, не хард. Я ехал в адвенчур, финишировал где-то ориентировочно в десятки, надеюсь. И думал, зажарил тачку, раз 15, наверное, перегревался, кое-как финишировал, вообще не надеялся на это, на самом деле. Звенел уже мотор, взрывался, сам там как хотел, работал. Давно такого не было, зацеп просто атомный, едет. Мотоцикл отлично, главное без травм, без падений. Илья, что-то сегодня-то не так бодр, как вчера после гонки. Рассказывай, как сегодня сложилось?
Круто, круто. 2 раза даже пришлось потолкать. В 2 местах пришлось потолкать мотоцикл. Но в целом гонка скоростная, и за счет того, что дождь был уже давнее, чем вчера, было очень пыльно в самом начале. Но я думаю, по лицу финишеров это видно. Меня даже совесть мучила, что не могу остановиться сфоткать. Там такие пейзажи открываются, а ты смотришь просто в камушек, в бревнышко, а вокруг тебя какая-то такая, знаешь, это космос. Хочется просто остановиться, оставить мотик у дерева и кайфовать. Очень красивые места. Дондукова. Вот такие здесь в Бурятии красотки, талантливые, ваши аплодисменты. А сейчас мы будем переходить к долгожданной церемонии награждения. Сначала скажите, как настроение, буйно есть? Андрей, его фамилия он становится уже двукратным обладателем Кубка России по экстремальному эндуро. Это представитель города Саратова. Его зовут Данил Рудомир Черняев! Ну что, на этом считается Кубок России по экстремальному эндуро Бурятии официально закрытым! Буйны есть! Буйны есть! А я вам скажу, ребята, что на самом деле все индуристы планеты Земля, они не хотелось бы, конечно, говорить, что братья, потому что это такое, знаете, уже избитая история, а вот хочется сказать родственники. Вот родственники, да. Ближайшие родственники. Как родные. Да. Как родные.